Приветствую вас на моем канале. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки и комментарии. Благодарю вас. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи. Сама себе психолог. Я создал этот плейлист, чтобы каждая из вас могла починить свою самооценку, выстроить жесткие границы. На моем канале выложены ролики, которые убирают ментальные блоки, лечат синдром хорошей девочки, возвращают вам, королевишны, вашу корону. Итак, а тема сегодняшнего расклада звучит так. Твоя главная завистница, кто она и что именно не дает ей покоя прямо сейчас? Мы рассмотрим личность завистницы, как она проявляется, может быть, что именно она не может принять. Твой успех, твою свободу, может быть, внимание к себе. Вернее, к вам внимание, да? И, собственно, причина такой реакции – это сравнение, это какая-то ее нереализованность, это конкуренция, которую она считывает от вас, или, может быть, ее внутренняя неуверенность, да? Что ее триггерит? Собственно, что ей не дает покоя этой вашей завистнице? Все узнаем. Итак, начинаем. Первая у нас личность этой завистницы. Кто она? Степень близости, роль в твоем окружении. Кто она? Ух ты! Павлин в клетке. Кто это? Очень интересно. Давайте так, вот прям что-то у меня в голове у меня всплыла сегодня информация, да, комментарий женщины, которая говорит, что ей там 60 с чем-то лет, и она говорит, я не работаю, я вот дома, или там работаю с двумя какими-то там людьми, не может быть это коллега по работе. Девочки, ну у кого-то это понятно, может быть коллега по работе, у кого-то, вот как сейчас у меня вот всплыла информация, карта дом, и за спиной вот мужчина держит этот кинжал. Тут не обязательно мужчина, это сигнификация, фактически личность этой завистницы. Это женщина, которая, ну, может быть, даже вы под одной крышей находитесь, у кого-то даже так может быть. Но под одной крышей это может же быть, очень много времени вы проводите это на работе. Вот, так что надо как-то фильтровать, вы думаете, считываете, тут вам просто подсказки дают. Опять-таки, женщина, для которой нормально плести какие-то сети, интриги, опять-таки в лицо улыбаться, а за спиной этот кинжал держать, при этом может даже подчеркивать ваши там, уж не знаю, общие какие-то цели, к чему вы там стремитесь. Все-таки дом — это ощущение того, что человек все-таки приближен к вам как-то, этот человек, эта женщина. Так, ладно, какая на нее еще характеристика? Ну, по карте павлин, любит себя. Может, тут даже вот эти карты какие-то такие странные. Рассказывать о своих так называемых тратах. Хочется ей тут покрасоваться. Но тут, говорят, очень много, это небылиц, очень много выдуманного. Какая-то такая личность, вот, как будто бы она... как самоутверждается за счет того, что может рассказывать, там, и на то я потратила, на то, вот, какие-то, не знаю, баснословные там суммы в воздухе летают. Но говорят, это фейк, это на самом деле ей бы так хотелось бы, чтобы так было. Может быть, когда-то в ранней юности единоразово это было, там какая-то сумасшедшая необоснованная трата денег. Ну, это из той серии, там, не знаю, захотелось ей там, ой, на каком-то курорте скупить полрынка каких-то, не знаю, экзотических фруктов. Ну, я прикалываюсь, но вы поняли, да, вот как-то так в один момент. Или на что-то еще там она потратила, она там, вот платье, какой-то фасон она увидела там где-то в магазине и купила, допустим, одного и того же фасона там
разного цвета, там 4 платьюшка. То есть, ну, где-то вот какой-то такой нюанс, вот какие-то такие, как будто бы тут карта феечка, это о том, что это что-то фееричное, это то, что очень мало имеет общего с реальностью, да, и вот это вот какие-то разбрасывания денег, этих купюр. Где-то вот она даже самоутверждается, эта женщина, за этот счет, за счет того, что она хочет показать, что она может это себе позволить, она это тратит. Хотя на самом деле у нее тут ограничения какие-то. Запросы тут ого-го, какие амбиции сумасшедшие, очень себя любит. По карте Павлин свои все достоинства будет приумножать, распиаривать. Вы мимо не пройдете нее. Она подчеркнет все свои достоинства лишний раз, начиная от внешности, заканчивая там какими-то, в ее пониманиями, достоинствами, добродетелями. Вот это все она приумножит и будет выдавать постоянно эту информацию. Но она в клетке в ограничениях каких-то. У кого-то тут реальные материальные, у нее тут ограничения. Элементарно, она может какой-то внешне создавать образ успешной женщины, женщины, которая может себе позволить. Тут там может быть какой-то очень дорогостоящий отдых, какой-то стиль жизни, какие-то, не знаю, там, развлечения. Это все стоит денег. Это что-то такое, может быть, даже пафосное, что-то такое. Вот как будто какая-то такая личность, знаете, которая понты вот хочется тут погонять, пустить в пыль в глаза. А на самом деле по этой карте тут могут быть... Тут кредиты, ипотеки, тут все, что хочешь, может быть, эти ограничения. Может быть, эти кредиторы там по ночам ей названивают из этой серии, что-то такое может быть. Или там вы знаете, что она там, допустим, на работе у кого-то одолжилась, полгода уже проходит, она никак не отдает эти деньги. При этом на этой же работе, как пример, может показывать там какие-то фотки с телефона, где она там отдыхала в семизвездочном отеле, да. Вот такая какая-то личность мне вот показана. Степень близости почему-то вот один дом. У кого-то, давайте так, да, у кого-то это может быть вы под одной крышей проживали, у кого-то это может быть с девочкой с этой, даже может быть там у кого-то это ходили в одну школу, в одном институте, в одном каком-то учебном заведении были, у кого-то это рабочие. Тут у каждого как будто свое. Ну давайте так, чтобы хоть чуть-чуть ясности добавить, хотя вряд ли это добавит ясности. Ну. Так, это ваша подруга. Это ваша коллега. Это ваша родственница. Ну, уже хорошо, это не родственница. Если родственница, то вы с ней разругались. Карта тучи, у вас отношения между собой испортились. Это может быть даже, я вам хочу сказать, подруга, но на подругу вышла жадность. Если это и подруга ваша, то вы уже считали, что настолько какая-то меркантильная, жадная, алчная, и от нее можно ждать чего угодно. Если это формат коллеги по работе, то тут карта дерева. Тут могли какое-то время вы быть, опять-таки, как одним целым, что общее вас могло объединять, идти к чему-то, стремиться к чему-то общему. Могли довольно-таки близко ее подпустить к себе. Так, ладно. Я повторюсь, это не дало вам какой-то, наверное, ясности, не додало. Ну, что вышло, то вышло, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Смотрим. Маска ее поведения. Как она проявляется в вашей жизни? Дружелюбие, интерес, псевдоподдержка. Очень интересное проявление. Тут, знаете, женщина такая болезненно. После нее как будто пообщаешься, и она вас хорошо знает очень. Она изучила вас. Может быть, тут даже не то, что даже изучила. Она вас вот как будто бы давным-давно и очень хорошо она вас знает. Она вот в самую рану
залезает, пролезает. Тут как зеркало, вторая половина. Знает какие-то вот прям струны вашей души какие задеть, вот где у вас там что-то болит, где вот неудовлетворенность какая-то. Она туда яду этого подливает, и при этом все с такой милой заботой какой-то, карта мораль. Типа она хочет лучшего, может быть даже для, как вам глаза открыть, может быть даже для того, чтобы вам легче потом было. Вот такое. На самом деле ее движет, мы уже видим, это зависть. Карта Солнца — это эгоизм, за счет вас самоутвердиться. Тут вот какие-то у вас тут могут быть проблемы. И вместо того, чтобы просто поддержать и сказать: ты сильная, я в тебя верю, я знаю, ты уже через столько проходила, я ж тебя давно знаю, ты все пройдешь, ты умничка, ты сделаешь правильные выводы, как и раньше, там, все такое. Нет, она тут будет вот копаться в этом всем, может быть, докапываться типа до сути, но это смысл такой не для того, чтобы вам потом стало что-то, может быть, понятней, а для того, чтобы вам еще болезненнее это стало, чтобы она, по факту, для нее это, чтобы она сама утвердилась. Как будто бы с ней пообщаетесь вы, особенно в такие моменты, когда вам не очень хорошо, и тут вам еще хуже может становиться. А карта Солнца — это тут где-то даже детская ее какая-то радость, да, от того, что, может быть, у вас какой-то там период неудач идет. Какая-то личность, странная женщина, это от таких вообще лучше подальше держаться, понятно. Так, вот Солнце, она как самоутверждается от ваших каких-то потерь, неудач. Истинное какое-то желание у нее. Вот тут как бы вы тут неустойчиво, видите, неустойчиво барышня сидит на этой веточке, да, и рядом вороны каркают, и это неустойчивое положение. Ее проявление типа псевдомораль, типа псевдоподдержка, типа по Солнцу это как дружба, искренность. На самом деле нет. На самом деле желание раскачать вот эту вот всю какую-то, даже это, вот тут и так как будто хлипкая какая-то эта веточка, да, под вами. А как-то вас может даже подтолкнуть, дабы вы грохнулись болезненно, чтобы вам было. Ну и дьявол — это манипуляция, это хитрость, это какие-то, знаете, может быть, даже какие-то колкие замечания такие. При этом это все воспринимается... Вроде бы вначале же идет добрый посыл такой, да, а потом в конце добавляется еще какой-то такой, как укол, подколочка. Как-то так это. То есть тут и типа псевдоподдержка, интерес, да, к вам, и дружелюбие, тут все. Но вы уже как будто бы вы понимаете, это лучше вообще с ней ничем не делиться. Лучше быть одной, чем с такой рядом. Следующее смотрим. Триггер этой зависти, да? Какие именно твои действия, может быть, качества ее задевают? А, кстати, ее задевает, если вы сейчас увлекаетесь второй эзотерикой, психологией, и вы стали более, если можно сказать, так устойчивы и неуязвимы к ее токсичным проявлениям, так как тут карта ядовитость, токсичность, а тут карта окно в иной мир. Это мне часто говорит о том, что женщина увлекается, опять-таки, этим всем Таро, я же говорю, психология, то ее это задевает, она чувствует эту какую-то опору у вас внутри, в силу какую-то за вами, это ее выбешивает, вот ее это задевает. Еще ее задевает то, что, может быть, она видит вас, женщина, которая уже аккуратно, смотрите, настороженно так с этим мечом впереди, и из-под этих бровок вы так смотрите пристально, то есть она видит ваше уже недоверие к ней, в принципе, уже умение выставлять эти рамочки, границы, это ее тоже задевает, уже ее прям... И при этом она видит вас карта одиночества, а следующая карта друзья. С одной стороны, вам хорошо и одной, она это видит, вы не нуждаетесь особо в ней точно, вот это ее тоже задевает. Может быть, у вас есть новые друзья какие-то появились,
круг нового, может быть, общения, какой-то друзей. Вот это добавляет ей депрессии. Она себя чувствует вот, как обиженный ребенок. Может быть, ну, она привыкла, что вы никуда не денетесь, да, и будете там как-то вместе вы общаться, к ней обращаться, и она сможет там где-то даже подпитываться за счет того, что там вы в каком-то не очень ресурсном состоянии, там ей позвонили, тут депрессия, да, и там, типа, чуть ли не то, что там просите утешения, а просто элементарно делитесь чем-то, да. А тут будто бы этого уже не происходит. У вас тут новые какие-то друзья, общение, она так считывает это. И в ней вы точно не нуждаетесь. Вот это ее тоже задевает сейчас, на данный момент. Давайте смотрим дальше. Ну, зависть, да, что именно она не может принять? Твой успех, свободу, внимание к тебе, да, вот, опять-таки, мы уже там увидели, это внимание к вам, это какие-то у вас новые друзья, причем там действительно карта друзей, такие искренние какие-то эмоции, то есть у вас может быть количество людей, а-ля друзей, уменьшилось вокруг вас, но скорее это выросло качество, то есть пусть один-два друга, но это будет действительно искренняя поддержка, уважение, взаимопонимание. Так, смотрим, что именно она не может принять. Твой успех, свободу, внимание тебе. Токсичная клетка, ограничение, дьявол. Что она не может принять? Ну, девочки, тут каждый сквозь, как говорят, призму собственного восприятия жизни это все воспринимает. И окружающий мир. Вот у нее сейчас в жизни вот тут токсично, ограничения какие-то. По дьяволу ей приходится приспосабливаться к этим ограничениям. Может быть, раньше у нее был там то ли достаток, уровень этого, не знаю, благосостояния выше, или она могла себе позволить что-то, там какие-то те же траты. Сейчас мы видели у нее как будто бы это фейковое все, да, то есть на публику она может там в соцсетях выставить какие-то, вот я не знаю, фотки, но мне так это все умиляет, когда девочки на фоне каких-то, не знаю, какие-то машины такие, ладно, как это правильно? Я даже не знаю марки этих машин. Ладно, Феррари, Ламборгини, да. Ну вот на фоне там этих машин вот понты гоняют, и типа каким-то образом они смогли типа позволить себе не эту машину, а да, сфотографироваться на фоне этой машины. Тут вот какой-то такой идиотизм вообще, вот мне вот такой, как будто бы нужно и самоутвердиться. И что она не может принять, если она видит, вы тут цветете и пахнете, энергетически наполненная, вы продолжаете жить, при этом она считывает вас, вы счастливы. И она где-то считывает вот утраты, вот то, что она не может себе позволить, а ей кажется, что вы тут можете это себе позволить, причем вы можете даже это не выпячивать, не транслировать как-то, не в соцсетях, вообще никак. А вот тут ей кажется, что тут вы материально можете больше позволить намного, чем она сейчас. И карта эволюция. Может быть, ваши ваши какие-то увлечения чем-либо, стремление, в принципе, да, улучшить свою жизнь, там, удачи, неудачи, но вы все равно идете вперед. Карта эволюции, расцветаете. Вот это вот все ее задевает. Это даже ваше желание иметь успех, ваша какая-то свобода, может быть, финансовая, независимость, вот это вот ее все выводит. Ну и первая карта, это карта музы, яркой, харизматичной, энергетически привлекательной, сексуальной. То есть внимание к вам, оно присутствует, и вот это тоже ее выбешивает. Тут зависть какая-то такая. И последнее посмотрим, собственно, причина этой реакции. Это сравнение, ее нереализованность, конкуренция, внутренняя неуверенность. Скорее всего, девочки, у нее тут все вместе. Повторюсь, такое какое-то у меня ощущение, как будто раньше у нее дела шли лучше. Сейчас что-то у нее там не очень хорошо идут дела. Итак. Причина реакции.
сравнение, нереализованность, конкуренция, внутренняя неуверенность, причина реакции такой на вас, зависть. Ну, вот уже карты показали. Карта эволюция — это то, что в вашей жизни происходит, а она считает, что у нее не так. Вот для нее это токсично, ядовито. Вот это она сама себя вот этими мыслями загоняет. Опять-таки, причина сравнения ее личной жизни, карта дом и карта принц какой-то, сравнение ваше. Ей кажется, что у вас может быть лучше в семейной жизни, дела как-то идут. По крайней мере, у кого-то тут прям, может быть, даже зависть, недвижимость, наличие у вас, отсутствие у нее, может быть, того, чего она хочет. Может, вы не догадываетесь, да, что там ей нужно что-то. У кого-то там это опять кредиты, может быть, недостроенные дома, еще что-то такое, вот ипотеки. Вы можете о многом не знать. Вот тут такое. И даже тут отношения между супругами, ну, или там партнерами, у нее ощущение рядом с мужчиной, у нее одиночество вдвоем. Ну, вот, одиночество рядом с каким-то мужчиной. Опять-таки, тут сравнение с вами. Конкуренция в плане, даже не то, что внешности, не буду тут такого говорить, а конкуренция в плане того, что ей кажется, вы можете как будто бы приспосабливаться лучше к каким-то вызовам судьбы, да, новым каким-то, опять-таки, вот, событиям в жизни, да, новый ритм какой-то в жизни, эволюция. Вы приспосабливаетесь. Более того, ей кажется, что карта подарки, я не буду тут говорить, что тут вам мужчина ваш дарит подарки. Нет, тут, скорее всего, тут зависть еще какого рода, как будто бы она видит, что вы сами себе можете какие-то подарки делать. Самый главный подарок — это карта эволюция. Идете куда-то вперед, там, мечтаете о чем-то, тут не просто мечтаете, предпринимаете какие-то шаги. Вот это вот основное. То есть это ее внутренняя неуверенность, это 100%. Это где-то ощущение того, что она как будто не успевает в этом каком-то, в ей уже, может, выбранном ритме. Отчасти где-то за вами. Ну, тут сравнение, конкуренция, вот такое вот. Так, по дьяволу о чем это? Ну, дьявол, опять-таки, это... О чем это сравнение? Чем реакция? Ну, давайте так. Причина этой зависти. Жадность сразу вышла у меня карта. То есть где-то финансово она считывает, что у вас лучше, чем у нее обстоят дела. Или ей кажется так. Опять-таки, тут карта Солнца, карта Клевер. Ей кажется, что вам, может быть, судьба к вам как-то расположена более благосклонно. И вам шансы какие-то даются. И мало того, что они даются, то вы их еще и берете успешно. А ей кажется, что, допустим, у нее вот все так как-то складывается не так, и она не берет эти шансы. Но тут прям детская какая-то позиция такая, я вам хочу сказать, Солнце. Это же эгоизм, дитё какое-то избалованное. Будто бы, вот прям мне перед глазами, будто бы девочка, которая привыкла, что всегда будет так, как она хочет. Вот. Может быть, то ли с детства избалованный ребенок, то ли изначально там, ну, уже не знаю, по молодости, может, так вот все складывалось, какие-то мужчины такие попадались, что так, да, все было, как она хотела. А потом в какой-то момент все пошло не так. И сейчас хотелось бы, опять-таки, может, прикладывать минимум усилий, но при этом максимум получать. А уже так не получается. Уже, ну, почему-то, она говорит, почему все идет не так? И тут она сравнивает ее жизнь с вашей. Да, может быть, до этого вы тут пахали на 3-4 работах, да, тут до 4 утра не спали, там какие-то проекты пытались запустить, поддержать, но она же этих нюансов не знает, она считывает только какой-то ваш тут успех и желание достичь чего-то, и будто бы вы себя тут можете баловать чем-то. А вот сейчас у нее этого нет, поэтому она видит только то, что у нее этого нет. Вот, как-то так, мои хорошие. Эта дамочка сегодня такая пришла токсичненькая очень. Ну и по-детски какая-то, знаете, такая... С одной стороны, как вроде
как ребенок с какими-то претензиями, с другой стороны, она может быть очень ядовитая. Она может очень больно уколоть за счет того, что она вас знает, опять-таки. Уже не знаю как, но она вас знает. И зависть возникает как реакция на сравнение, при котором человек ощущает дефицит. Может быть, ресурсов у нее тоже, да, материальные ресурсы, признания или внутренней удовлетворенности. С удовлетворенностью у нее тут вообще проблемы. При этом объект зависти становится своеобразным зеркалом, в котором отражается собственная нереализованность. Да, она тут сравнивает вас. Может быть, если это особенно еще и идет с юности, да, вот какие-то тут ассоциации, сравнения, оно уже накоплено. И важно понимать, что завистливое поведение чаще всего проявляется косвенно, через обесценивание, через скрытую конкуренцию или формальное дружелюбие. Тут может быть формально это дружелюбие, конкуренция, это все сюда. И это все позволяет этому завистнику сохранять контакт, вот этой женщине, да, но позволяет сохранять контакт, не признавая истинных чувств и не проявляя вот эти истинные чувства. Ну, вы уже догадываетесь, мне так кажется. И ключевая задача в такой динамике – это вам не вовлекаться в это сравнение и не пытаться изменить ее восприятие. Вам самое главное сохранить вот эти ясные границы и опору на собственные ценности. И не позволять вот этим внешним реакциям со стороны этой женщины влиять на вашу самооценку. Все, мои хорошие. Спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.